Всем привет, с вами Дэн, и я вам сегодня хочу показать сразу два Сан-Мартина, и причем, что интересно, они в разных даже упаковках. Одна такая олдскульная, подешевле, попроще, и другая, вот их классический этот зелененький чехольчик. Давайте, значит, сначала, что у нас в комплекте, вот к этим идет инструменты для замены, наверное, что-то еще будет внутри. А к классике нашей идет брелок, опять же, система для замены, инструкция, ну и все бумаги. Все вы это все хорошо, конечно же, знаете. И теперь давайте самое главное, это открывать наши коробочки. И опа, здесь у нас пилоты. Здесь пилоты на нейлоновом ремешочке. Давайте распакуем, посмотрим этих красавцев. Есть, кстати, разные версии этих часов. Есть кварц, мега-кварц, да, где там плавная секундная стрелка идет. Моя конкретно версия на механике. Мне показалось, что интереснее будет вас познакомить именно с механической версией этих часов. Ну что ж, поехали. Стрелочка пошла. Пилотский олдскульный дизайн. Круто. Давайте сейчас их пока в сторонку отложу. Раз, и откроем пластиковый кейс, который словно предназначен для того, чтобы его отправлять Почтой России. Так, ага. Ну, здесь тоже все инструкции, бумажечки и брелок. Сколько у вас брелков? Ну-ка, напишите обязательно в комментариях. Мне очень-очень интересно. Тем более, эти брелки выпускают не так давно, несколько как месяцев, так что, возможно, они еще не у всех есть. Так, а здесь у нас хамажик Сейка. Хамажик Сейка. Сейка 62 МАС. Дайвер культовый, легендарный, который все обожают, но который стоит не так уж и дешево, поэтому хамажи пользуются спросом. Так, значит, эту модель я распаковал, да, и давайте тогда с нее, наверное, и начнем. Давайте с нее и начнем. Так. Ну, вот распаковал и прям выглядит хорошо. Хорошо выглядит, блестящий такой керамический яркий безель. Значит, здесь версия San Martin SN0007GB. Такой референс у этой модели. С синим циферблатом, таким, причем хороший, я бы сказал, сдержанный матовый оттенок циферблата. Мне нравится, классно. Есть синий, есть разные цвета, но вот синий такой вот со сдержанным цветом мне нравится больше, понравился. И здесь эмалевый циферблат. Ну, конечно, San Martin не может чтобы плюшек по максимуму просто накидать в корзинку и подарить вам с этими часами вместе. Да, эмалевый циферблат, причем такой, как я уже сказал, сдержанный, и он не блестит, не прям переливается, как обычный эмаль, и вот это прям такая благородная сдержанность. Сапфир с внутренним антибликом, значит, безель керамика на 120 кликов, суперлюминова C3, Сейка NH35A, механизм внутри, 316L сталь по корпусу и по браслету и 200 метров водозащита. Ну, в общем, все ништяки, которые обычно San Martin в свои модели и добавляет. Стоят они на момент записи ролика 20 тысяч рублей примерно, но нужно понимать, что всякие купоны, акции и так далее и тому подобное, поэтому ссылочка в описании к ролику, смотрите, сколько часы будут стоить на момент вашего просмотра моего видоса. Ну, как уже сказал, здесь хамаж Сейка 62 МАС в максимальном таком приближении, поэтому те, кто любит подобные часы, они как раз порадуются. Те, кто любит хамажи, ну, например, где больше своего добавлено в дизайне, наверное, эта модель не для них. Но мы с вами смотрим и разбираемся. О-хо-хо-хо! Ну, такая классика от SM, когда очень классный безель, прям вот его приятно, знаете, вот ты чувствуешь уверенность, надежность, и тебе нравится просто крутить этот безель. Кстати, напишите в комментариях, любите ли вы просто где-то, вот, например, сидеть и дергать безель. Я вот люблю крутить, это классно. Значит, безель здесь в плане хвата идеальный, потому что достаточно такие как бы выпирающие зубчики. Выпирающие зубчики, они хорошо держатся пальцами. Я думаю, даже и в перчатках, если вы вдруг с ними будете погружаться. А здесь водозащита все-таки 200 метров, так что можно нырять с ними, даже с аквалангом. Поэтому хват супер классный. Вот
Он может быть в плане, как вот офисные часы, например, которые зализанные, он может быть немножко вот сильно чувствуется. Но здесь в меру, именно для дайверских часов как раз в меру. То есть не сильно царапает, но вот в меру. И это, наверное, лучший безель от SM вот именно такого плана. Мне нравится, круто сделали. Безель супер. И вот это сочетание керамического безеля плюс полированные метки, плюс полированные стрелки и плюс еще эмалевый циферблат, это, конечно, праздник такой яркости. Хотя здесь циферблат они все-таки постарались сделать чуть менее ярким, блестящим, если хотите, вот как вот эмалевые циферблаты всегда. Но нужно все-таки понимать, что это, конечно же, часы не для вот настоящих погружений, потому что, ну вот все вот это керамика, эмаль и блески, это все, ну, не точно не для того, чтобы на глубину с такими часами уходить. Это вот такие для бассейна, деск-дайверы, да, вот что вот у тебя на запястье что-то такое яркое, сочное, радостное, да. Ну, в общем, летние часы для моря. Корпус, здесь полировочка по боковой части, сатинирование по верхней части, ушек такие резкие, обрубленные. И интересно, да, вот здесь тоже зеркальная полировка. С нижней части, ну, достаточно острый корпус, но он высокий. То есть нижняя задняя крышка, она такая объемистая, поэтому касаться кожи ушки эти даже не будут. Браслет супер, браслет прям хорош. Браслет хорош, очень классная геометрия. Он такой, знаете, мягкий, да, вот мягкий. Он не дергается никуда. Вот эти звенья, они так плавно очень двигаются, и значит все хорошо сделано. Очень круто. С нижней части, как и все браслеты SM, такие они резкие, рубленые, но он сглаженный. Здесь нет чего-то такого, что будет прям вот драть запястье, на мой взгляд, да, то есть нет ничего такого. Системы быстрой замены браслета нет, задняя крышка простая, никакой гравировки нет. Застежка SM предыдущего поколения, если так можно сказать, которая без быстрой системы подгонки браслета, но несколько дырочек есть, так что при необходимости можно под любое запястье настроить. И давайте, кстати, посмотрим по размерам. Значит, по безелю у нас что получается? 40. По высоте, с учетом того, что стекло несколько выпуклое, 13,2. Браслет 20. И от ушка до ушка, что получается? 47,2. 47,2. Мое запястье 18,5. Ну, собственно, классика. Удобная посадка, часы удобные. Они не очень высокие, они не крупные, они хорошо ложатся на запястье. Здесь все окей. Значит, про запас сантиметра 4 есть, плюс еще дырочки. Ну, короче, сантиметров 5. Поэтому даже, я думаю, на 23, а то и 23 с плюсом эти часы сядут. Ну, хорошо смотрится на запястье, но, в принципе, узнаваемый, понятный дизайн, понятно, откуда взят, уже об этом поговорили, поэтому, ну, здесь в этом плане все окей. Естественно, здесь подарочные, так сказать, плюшки от Сан Мартин, потому что, ну, Сейка, естественно, таких ништяков в эту цену не дает, вот. А Сан Мартин, пожалуйста, вам дает эмаль, такую же холодную эмаль, так же, как делает эта Сейка на своих дорогих моделях. Окошко даты есть для тех, кто это любит, и окошко даты с обрамлением, трехмерный логотип, ну, в общем, все по красоте. И да, на полном браслете эти часы весят у нас сколько? 167 грамм, даже чуть меньше. В принципе, не так уж и много. И мы с вами плавненько так переходим к нашему пилоту, у которого референс SN0105GNB1, довольно сложно, как я сказал, не перепутайте. Есть разные версии, есть полностью сатинированная, есть такая же версия на мега-кварце, да, но вот моя версия, которую я вам показываю сегодня, это версия на Seiko NH35. Механика японская, и здесь 100 метров водозащиты, Суперлюминова C3 на метках и стрелках, 316L по корпусу, нейлоновый ремешок, сапфир с внутренним антибликом, и эти часы стоят примерно 17 тысяч рублей, но история опять же такая же, смотрите, проверяйте, сколько они на момент выхода ролика будут стоить. Ну, такая классическая пилотская модель, здесь все безошибочно угадывается, разметка циферблата, в общем, максимальная классика. Матовый циферблат сильно такое купольное сапфировое стекло, миллиметр на 2, тоненькие ушки, и вот этот корпус, который Сан Мартин применяет к своим всем последним пилотам, он мне очень нравится, такой прям вот максимально прямая центральная часть, чуть выпуклая задняя крышка и красивый безель, который вогнут вовнутрь, как такой вот, знаете,
как будто бы он перевернутый. И это добавляет грани, это добавляет игры света, ну и хорошо сочетается, конечно, вот с этой вот сатинированием и ушек, да, и боковой части корпуса. То есть они выглядят вроде бы это и пилоты, но они такие яркие, нарядные пилоты. И, конечно же, опять же, если мы говорим именно вот в практической плоскости применения этих часов как пилотских, так же как вот этой модели, как дайверской, нужно понимать, что это все-таки стилизация, потому что, например, здесь полированные в зеркало стрелки, и, конечно, из-за этого читаемость несколько хуже. Если бы это были, например, матовые стрелки, то была бы лучше считываемость. Зато они больше как бы вот такие вот в дороговизну, да, потому что полированные поверхности всегда вот игра света, и они выглядят чуть дороже. Хотя, с другой стороны, здесь толстые стрелки разной длины, и покрыты они полностью люмом, поэтому за счет того, что вы всегда видите люм, читаемость, она все равно окей в этом плане. Поэтому, ну, можно применять как хотите. Да? Хотя я не думаю, что кто-то сейчас, вот пилоты, летают с пилотскими часами, так же, как дайверы не дайвят уже давно с механическими дайверами. Есть компьютеры дайверы. Ну, только фанаты, естественно. А фанаты, они, знаете ли, любят разное. Так, 38,5 примерно высота. Ну, здесь явно стекло добавляет миллиметра 2. 12 без стекла, ну, вот так примерно, давайте посмотрим. Ну, где-то вот 10, там, 10,5. Хорошо, хорошо. 20 по ремешку и от ушка до ушка. Ушки здесь по-немецки длинные. Ну, а что вы хотите? Здесь все-таки немецкие пилоты стилизованные. 47,4. 47,4. Тем не менее, размеры все равно окей, да? Значит, задняя крышка, опять же, стандарт для SM. Здесь ничего интересного нет. Ремешок, ну, такой канвас, да, и он вроде бы как НАТО сзади идет, но это не полностью натовский ремешок, то есть здесь второго у нас такого, он тут вот обрезан и зашит. Ну, они зато будут немножко лучше сидеть на запястье, потому что они чуть более плоские, да. Вот. Так что давайте покажу, как такого плана ремешки на запястье смотрятся. Они все-таки это не классический НАТО, вообще по-другому будет. Они лучше лежат на запястье, но, правда, нет вот этой вот такой винтажности, что ли, как есть в натовских ремешках. Ну, мое запястье 18,5, в общем, вот такая вот посадочка у нас. Удобно, хорошо на запястье, они классные, заводная головка такая приплюснутая луковица, поэтому она нигде тут не торчит, не мешается, ну, здесь все супер. И застежка на ремешке, классика вот Сан Мартин, очень классная застежка. Ремешок хороший, такой плотный, при этом мягкий, гибкий, мне нравится, это хороший ремень. Это хороший ремень, и что касается корпуса, то, ну, здесь полировка, сатинирование, все как обычно на высочайшем уровне, особенно за свою цену. По весу 65 грамм, так что они практически невесомые. Давайте еще, ну, на всякий случай посмотрим. Сапфирчик есть. И здесь сапфирчик, конечно же, тоже есть. Ну и что по циферблату? Здесь печать, естественно, логотип печатный, никакого трехмерного нет. Обрубленная стрелочка, опять же, это у нас такой хамажистый винтаж. Зато читаемость лучше. Ну и симпатичная луковичная головка. И аккуратные ушки. Так, ну а здесь разгуляй душа, что называется, да, все накладное, все зеркальная полировочка. Все, кто любит такое. О, и здесь еще стрелки с эффектом трехмерным. Может быть, они и есть трехмерные, но я думаю, что это такой эффект, когда по бокам полировочка идет, потом грань, а потом еще одна полировочка. Хотя, может быть, они объемные. Похоже на то, слушайте, это прям шикардос, шикардос. Но здесь цифр, конечно, вау. Безель тоже. Ну и видите, а? Зазоров-то никаких нет. Вот как надо делать эту модель по уму, да еще и за те деньги, которые берет Сан Мартин. Это да.
Ну что же, вот такие две модельки, так сказать, разные, но мы вместе, да, как раньше в рекламе говорили. И знаете, это прикольно, мне кажется, комплектик такой, и пилоты, и дайверы, и, в общем, получается два в одном. Пишите, какая из этих моделей, может быть, у вас есть, какая понравилась больше, что еще из Сан-Мартинов показать на канале. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.